Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на первую половину месяца марта. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот период времени. Расклад мы делаем на первые 2 недели, получается, с 1 по 15 марта. Давайте посмотрим, что же сегодня за карты вам выпадут и что они смогут нам рассказать. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете также оставить лайки, сообщения под этим видео, если захотите каким-то образом отметить соответствие этого расклада со своей ситуацией, со своей жизнью. Итак, раки, давайте посмотрим, что же происходит у вас в первой половине месяца марта. Итак, первая карта, которая у вас выпала, это карта рыцаря пентаклей. Карта такая неспешная, неторопливая, карта, которая показывает вашу планомерность, настойчивость в каких-то вопросах и делах, когда вы не торопите события, вы в целом идете к своим целям, и вы уверены в том, что у вас все получится. То есть здесь вот, знаете, как будто бы нет спешки. Есть уверенность в удаче, которая на вашей стороне, и вы здесь выполняете какие-то действия, соответственно, которые к этой удаче ведут, к достижению того, что вы себе задумали. Может быть, какую-то работу выполняете с пониманием, что там в конце получите соответствующую выплату, допустим. Или по рыцарю пентаклей вот здесь вот девушка ждет молодого человека, он там с подарочком к ней на этом коне, но он как будто не торопится. Может быть, вы ждете кого-то или какое-то событие, но оно как будто бы не торопится происходить. То есть оно неспешное, такое велотекущее, такое, знаете, размеренное. Может быть, это даже как-то связано с человеком знака Земли, то есть это Девы, Тельцы или Козероги. Давайте посмотрим следующую карту у вас. Карта умеренность. Ну, в принципе, тоже, да, похожее что-то по значению, потому что это спокойствие, это все как-то так вот размеренно происходит, достаточно умиротворенно. Может быть, вы стараетесь вот в этом вот ожидании или состоянии, да, вот этого рыцаря пентаклей стараться находить какие-то компромиссы, находить баланс, то есть опять-таки не ускорять события, не подталкивать события или не торопить какого-то человека для вас важного. То есть вы стараетесь здесь находить золотую середину по этой карте. То есть в тех событиях, которые в вашей жизни происходят, вы стараетесь здесь не раскачивать лодку еще больше, да, а стараетесь каким-то образом ее максимально вот успокоить, несмотря на то, что вокруг может быть штормы, какие-то другие погодные неприятности, да, но вы свою лодку ведете максимально спокойно, стараетесь не раскачивать ее, да, то есть старайтесь сохранять спокойствие. Давайте посмотрим следующее, что есть. Есть 9 жезлов, то есть настойчивая, опять-таки, работа в каком-то направлении для вас важном, когда вы считаете, что ну еще немножечко я приложу усилий, еще немножечко я постараюсь, и я вот доведу начатое до конца, я получу, соответственно, свое вознаграждение, будь то в отношениях или в плане финансов, да, какое-то. Ну, то есть я получу то, для чего я работаю, для чего я прикладываю эти усилия. Хотя 9 жезлов часто показывает ситуацию такого изнеможденного человека, который уже вот устал работать или устал над чем-то трудиться. Соответственно, он уже в состоянии такого истощения находится. И часто эта карта называется раненый воин, то есть состояние уже усталости, да, в котором вы можете здесь быть. Но тем не менее вы понимаете, что еще немножечко и вы подойдете к 10 жезлов, которая является уже финальной, соответственно, в этих числовых, скажем, картах Таро. То есть, в принципе, да, еще немножечко, и вы завершите что-то, и вы это понимаете. Также эта карта, она еще показывает, знаете, человека, который пытается или защитить себя или своих близких от каких-то неблагоприятных ситуаций, которые происходят вокруг вас, потому что это еще и карта защиты или защитника. Вот он хочет поставить эту дверь, чтобы закрыть дом, в котором живут его семья, его жена, его ребенок, соответственно, да, то есть вы можете пытаться в этот период времени как будто бы защитить таким образом своих близких или защитить себя, возможно, да, в какой-то ситуации. То есть стараетесь сохранять баланс, спокойствие, и таким образом защищаете свое сердце, свои эмоции, свои нервы, в конце концов, от того, что происходит вокруг вас. Хотя, может быть, и не самая простая, да, ситуация, но вы сохраняете баланс, сохраняете спокойствие, как в том стихотворении, да. Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
да, это ваш шанс избежать обязательства, всем объяснять, что случилось с тобой. То есть вот это вот приблизительно что-то в таком духе. То есть, ну, максимально стараться, наверное, сохранять спокойствие какое-то, да, в этот период. Двойка пентаклей, ну, знаете, это тоже баланс в какой-то степени, потому что двойка, да, это как две чаши весов. В этой колоде здесь так изображена эта карта, в других, допустим, иллюминатов тех же, она изображает такого жонглера, который стоит на одной ножке и двумя руками перебрасывает монетки, жонглирует ими. Соответственно, попытка устоять, удержаться, удержать равновесие в той ситуации, в которой вы находитесь. Двойка пентаклей будет говорить о том, что вашим основным здесь желанием в первой половине марта месяца будет сохранить какой-то баланс. Вы будете выполнять много каких-то действий, но при этом будете стараться сохранять равновесие, то есть удержаться, не упасть, как-то правильно расставить приоритеты, сколько времени там посвятить семье, сколько работе, чтобы меньше та или другая сфера пострадали, соответственно. То есть вы здесь стараетесь ловко со всем справиться, все сделать по этой карте. В целом здесь может быть ситуация, если мы говорим про отношения, ситуация, где вы находитесь в ожидании кого-то, может быть, да, в вашей жизни. Может быть, это не так легко вам дается, да, но тем не менее, вот и двойка пентаклей здесь показывает два человека, они как бы вот в одну воду ныряют, да, в одну дверь. То есть это как пара, в одну дверь ныряют, но при этом у них как будто какая-то дистанция между ними есть. И также здесь она изображает еще и эту восьмерку, хоть это не восьмерка, но она изображает, это двойка пентаклей, восьмерку, а восьмерка это повторение каких-то циклов. То есть как будто какая-то ситуация, которая снова закручивается вокруг там ваших отношений, по-новому закручивается, но при этом между вами есть какая-то разразненность, да, какая-то дистанция. Итак, может быть, потому что каждый занят своей работой или своим делом, вы меньше внимания можете уделять, не знаю, этим отношениям. Итак, давайте посмотрим дальше. Карта двойка кубков, тоже, в принципе, да, про пару, про отношения, парные отношения. Кстати, действительно, может, там подарочек, тут подарочек. Может быть, вы ожидаете какой-то встречи с человеком, который должен к вам приехать, или вы планируете кому-то поехать. Может быть, что-то такое вот здесь произойти должно, как обмен подарками. Может быть, родственник, кто-то должен к вам приехать. Это тоже парные отношения. Может быть, даже ваш ребенок там где-то издалека должен к вам приехать. То есть двойка кубков — это не только отношения в любовные, это может быть и отношения в паре, да, и это могут быть отношения рабочие, какие-то отношения. Но опять-таки здесь нет спешки, здесь нет суеты, здесь есть вот эта размеренность по этим картам. Итак, давайте дальше. Карта мага. Карта «Страшный суд» у раков. И здесь, ну, вы в состоянии баланса стараетесь находиться, и по карте маг у вас есть все для того, чтобы сохранять, собственно, да, это равновесие. У вас есть все для того, чтобы выполнять вашу работу, то, что вы делаете здесь. У вас достаточно для этого инструментов, знаний, опыта, всего, соответственно, что вам требуется для того, чтобы завершить какое-то начатое дело до конца, для того, чтобы принимать важные решения, которые будут здесь поворотными, значимыми, может быть, делать какой-то важный выбор из там двух вариантов, допустим. Здесь вы можете быть в состоянии такого, знаете, как ожидания по страшному суду, что кто-то к вам вернется в плане отношений, а может быть, вы ждете, да, может быть, затянувшееся ожидание, что вернется к вам этот человек, возможно, который немножечко дистанцируется или как-то отстраняется от вас, как-то оттягивает эту ситуацию. Ну, вы можете ожидать возвращения, собственно, да, там своей второй половинки, ожидая нового начала по карте маг, новой возможности, которая у вас может быть дана, соответственно. При этом здесь это карта девятка жезлов, которая есть, и карта девятка пентаклей, и карта шута, желание нового начинания, желание завершить какой-то процесс, какую-то работу и начать новый, соответственно, этап и новый период. По девятке пентаклей для вас, возможно, будет немножечко, знаете, как ощущение такое, опять-таки, девятка пентаклей. Вы как будто очень многое уже сделали для того, чтобы иметь то, что вы имеете на сегодняшний день. Очень много усилий уже приложили, и, соответственно, вы не готовы бросать это на полпути, на середине. Да, то есть вы стараетесь довести начатое до конца. Могут быть какие-то ситуации, опять-таки по шуту, как будто бы
не можете начать что-то новое, пока не завершите девятка жезлов, то, что вы должны доделать, то есть то, что вы уже начали делать. Следующая карта, карта пажа жезлов. Карта пажа жезлов как возможность, верховный жрец. Очень много суеты по пажу жезлов, двойке пентаклей, верховному жрецу вокруг каких-то важных для вас отношений или важной ситуации в семье, где вы должны будете принимать решения, делать какой-то выбор касаемо этой ситуации, соответственно, да, в марте месяце. Возможно, здесь нужно будет какой-то мудрый совет дать, да, или какое-то важное решение принять, прислушавшись к чьему-то мудрому совету по верховному жрецу. То есть вы стараетесь здесь действовать так, как лучше будет для ваших отношений или там, для вашей семьи, для каких-то традиционных ценностей в вашем понимании, которые для вас важны. И поэтому такое решение вы принимаете здесь, исходя из вот этой веры в важность, не знаю, брака, семейных уз, семьи как таковой, и в целом того, что принято, общепринято в обществе. Дальше у вас идет десятка жезлов и карта четверка мечей. И тут снова, да, мы видим десятку жезлов, видим четверку мечей. И есть понимание того, что да, действительно, может быть какая-то сложность в общении со второй половинкой, сложность в общении с каким-то для вас важным человеком. И здесь такой вот период тоже ожидания. Четверка мечей — это пассивность, это желание здесь и даже возможность очень многое осмыслить, заглянуть внутрь себя в этом неспешном каком-то состоянии, когда вы не торопитесь, не спешите, не предпринимаете каких-то резких действий, соответственно. И по десятке жезлов, да, вы девятку жезлов подводите к десятке жезлов, то есть сможете довести что-то начатое до конца для вас важное, но при этом это может пойти в ущерб там, вашим отношениям, допустим. То есть, опять-таки, недопонимание со стороны вашей второй половинки, когда вы можете быть не услышаны, не поняты, допустим, или просто не хватило времени у вас, допустим, на решение каких-то личных вопросов, потому что были заняты чересчур работой по девятке жезлов. Итак, дорогие мои раки, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого.